Есть такой универсальный блок питания. Вход от 100 до 240 и выход от 12 до 24 вольт. Вот регулируется. Сзади можно выставить желаемое напряжение. Этот блок питания сгорел. Чувствуется запах гари. Сейчас вскроем, посмотрим. Так этот блок питания выглядит изнутри. Сейчас я сниму, вытащу эту плату и будем смотреть, что тут можно сделать. Кроме сгоревшего вот этого термистора, здесь еще сгорел предохранитель. И дальше здесь есть диодный мост. Диодный мост тоже пробит. Вот здесь вот 4 ножки. Здесь катод. Ну, проверяем. Здесь пробой. В обратную сторону. И здесь пробой. Короткое замыкание. Вот здесь и вот здесь. Диодную сборку под замену. Так, я удалил здесь термистор. Дальше был предохранитель и диодный мост. Вот здесь вот диодный мост. Вот эти детальки. Вот я снял радиаторы с этого с микросхемы шим-контроллера. Это шим-контроллер такой вот там на 5 ножках. Совмещен шим-контроллер и полевой транзистор вот здесь. Ну, вот здесь диод выходной. Тут еще один должен стоять. Производитель сэкономил. Поставил один. Но что удивило, что нету на радиаторах, совсем нету никаких следов термопасты. Термопасту сюда не ставили. Ну, когда буду после ремонта собирать, поставим сюда термопасту на вот эти детали для лучшего охлаждения. Сейчас глянем конденсаторы, в каком они состоянии. Отпаяв эти конденсаторы, стало понятно, почему вот эти детали вышли со строя. Потому что конденсаторы просто потекли. С этой стороны ничего не видно, а с внутренней снизу, видите, да? Потекшие конденсаторы. Здесь тоже на плате все потекло, это надо будет чистить. Раз такое дело, я буду убирать все электролиты и заменять. Это должно решить проблему. Я выпаял с платы все электролитические конденсаторы. Вот они. И все они оказались очень сильно завышенным внутренним сопротивлением. Поэтому конденсаторы будем ставить новые. И, в общем-то, полетевшие конденсаторы явились причиной выхода со строя выпрямителя, предохранителя и вот этого терморезистора. Вместо сгоревших деталей в верхнем ряду я поставлю вот эти в нижнем. Так будет лучше. Они помощнее чуть-чуть. Будет держать лучше. Заменил все радиодетали. На выходе поставил 1000 микрофарад на 35 вольт. Были вот такие на 1000 микрофарад 25 вольт. Но это неправильно, потому что должен быть запас по напряжению. Так как фактически у нас здесь выходное напряжение от 12 до 24 вольт. Разные напряжения. Но 24 это уже максимальное напряжение. И конденсаторы на выходе с напряжением 25 вольт это маловато. Я поставил вот эти на 35 вольт. Ну, остальные такие же. Все собираем, подключаем. Собрал обратно блок питания. Вот почему он называется универсальный, потому что здесь можно подключать разные штекера. Разные штекера для разных потребителей. Ну и вот радиодетали, которые были неисправны, сейчас заменены на новые. Собираем и подключаем. Итак, собрали, подключаем. Вот нагрузка загорелась. Подключение. Ну вот и все. Лампочка горит. Все работает. Ремонт окончен.